Ребята, всем привет! Вы как всегда на канале Вадим Шадов. Сегодня у меня необычное видео. Я буду делать обзор вот такого вот сухпайка, либо ИРП украинское усиленное. Их есть вообще 4 вида, но именно в этом есть в составе борщ. Вот, будем пробовать. Я, конечно, не обзорщик этих всех дел. Я хочу просто попробовать, что здесь есть внутри, потому что кто смотрит мой канал, я люблю всякие рыбалки, путешествия, походы и так дальше. И постоянно меня мучает вопрос, что же купить в магазине, чтобы взять с собой, там, когда я еду куда-то там на сутки. Вот. Сейчас я хочу попробовать, если мне такой вариант подойдет, то в принципе вот я себе проблему и решил. Где-то собираешься на рыбалку, сухпайок себе кинул в рюкзак и поехал. Ну что ж. Хочу вас попросить, чтобы вы поддержали это видео лайком, комментарием, подпиской на канал, конечно же. А я буду начинать. Ну что ж, начинаем нашу распаковку. Первым делом, вот видно, что хороший здесь сделан полиэтилен. То есть так вот руками разорвать просто нереально. Вот. И сразу видно, что есть защита от воды. Ладно, будем открывать. Вот, я здесь особо не читал, что здесь и как. Вот там фотографию я вставлю, посмотрите, кому интересно, что там написано. И засыпаем все. Итак, сразу видим беспламенный нагреватель еды в количестве, сейчас посмотрим, сколько их здесь. Раз, два, три. 4 штуки беспламенных нагревателей. Так, отложим их в сторону. Так, здесь у нас 3 каких-то пакета разных. Я так понимаю, это завтрак, обед и ужин. Ну что ж, давайте открывать завтрак. Завтрак, кстати, самый маленький пакетик, по крайней мере. Ну, кстати, упаковки у них хорошие. И высыпаем. Так, здесь мы наблюдаем ложку. Кстати, я смотрел обзоры, все говорили, что ложки плохие. Походу немного улучшилась. Ложка уже такая прозрачная, и я вам скажу, более-менее уже лучше, чем те белые. И также в комплекте идет салфеточка. Так, дальше мы видим галеты рацион. 4 штуки. Это у нас влажная салфетка, жвачка, соль, сахар. Так, и здесь у нас растворимое кофе. Давайте сейчас кофеек сделаем сразу, пока будем это все открывать. Вот так. Так, единственный минус, получается, уже вижу. Вот ложка есть для блюда, а чтобы кофе помешать, то нету. Итак, кофе пускай остывает. Также в комплекте есть вот такая вот шоколадка кофе. Шоколад черный фирмы Доминик. Все, в принципе, вы все увидели, что идет в пакете для завтрака. И давайте теперь перейдем к основному блюду. Итак, здесь у нас каша гречневая с курицей и овощами. Так, она такая достаточно твердая. Да, здесь идет 350 грамм. Ну, в принципе, на завтрак это более-менее хорошая порция. Сейчас я ее вот так вот помну и попробуем наш обогреватель. Так. Берем вот такой вот пакетик. Здесь идет инструкция. Даже есть ватерлиния. Ну, забрасываем. Очень странно, но идет вот такой один пакетик на все, получается, приемы пищи. Так, и заливаем водой. Я первый раз это делаю. Подождите, это был обогреватель положить. Или как он там правильно? Разогреватель.
такой мешочек. Первый раз это буду делать. Бросаем его сюда. Все, заливаем водой. Все, залил до максимума. И нужно вот так вот загнуть. Оп. Каша наша разогревается. Видно, как надувается пакет. Сейчас вам покажу ближе. Смотрите, как надулся этот пакетик. Он реально горячий и аж вот парует. Итак, каша наша разогрелась. Давайте посмотрим. Пакет надулся. Видно, что каша аж парует. И давайте доставать. Все. А разогреватель реально у нас горячий. Можно было еще подождать, но хочется скорее уже попробовать. Итак, я также взял с собой вот такую вот ложку, вот, железную, потому что думал, что будут в комплекте белые, но я вам скажу, что этой ложкой можно, в принципе, кушать. Она не такая хлипкая, как было в обзорах у ребят, что я смотрел. Так, переходим к каше. Давайте еще раз ее немножко разомнем. Вот. И здесь сделаны на каше вот такие вот зазубины, чтобы ее открывать. Вот так вот. Пахнет, кстати, довольно неплохо. Давайте высыпем в тарелочку. Как вы видите, порция огромная. Видно кусочки мяса. Также перец горошком. Попробуем первым делом мясо. Слушайте, ну мясо приготовлено хорошо, но оно немножко суховато. И давайте попробуем гречку. Слушайте, ну я могу одно сказать. Мне реально это вкусно. Тут достаточно соли. Я перченое не люблю. Тут вообще нет никакого перца. Реально хорошая, вкусная гречневая каша с мясом. Причем мяса здесь достаточно. Кашу мы нашу попробовали. Давайте теперь перейдем к кофе, шоколадке и галеты. Так, что у нас здесь еще есть? Сейчас прочитаем. Так, виноград сушеный. Давайте попробуем. Изначально я думал, что это чернослив. Такое прям сладкое-сладкое. Вот эту даже маленькую пачечку так за раз и не съешь. Ну, с кофем хорошо. Так, перейдем к шоколаду. Шоколадка поделена на 4 вот таких вот кубика. Сейчас попробуем. Шоколад такой твердый. Если на холоде кушать, то можно зубы сломать. Ну, шоколадка такая себе. Я думал, что она будет такая прям, как настоящий черный шоколад, а она такая прям, ну, как масло. Такой жирный кусок шоколадного масла. Вот так вот бы сказал. Давайте теперь с галетой, чтобы запустить это масло. Запаха нет абсолютно никакого. Но выглядит красиво. Они вот такие вот воздушные. Давайте теперь попробуем.
Обычные стандартные галеты. Чувствуется немножко соли. И мне нравится то, что они такие воздушные. Под кофе, в принципе, нормально. Кстати, за кофе. Обычный стандартный растворимый кофе. Я больше люблю натуральный, поэтому мне это такое. Ну, на крайняк, в принципе, пойдет. Ну что ж, завтрак прошел хорошо. Давайте перейдем к обеду. Кстати, ребят, на улице, чтобы вы понимали, сейчас +2. Я снял только завтрак, замерз капец. Поэтому, думаю, на лайки, комментарий я заслужил. Так что обязательно ставьте. А я буду распаковывать обед. Обед, кстати, самый большой и самый тяжелый. Написано было 1500 калорий. Ну, сейчас посмотрим. Итак, здесь у нас идет два основных блюда. Это у нас фасоля с овощами и мясом курицы. И здесь у нас борщ на мясном бульоне с мясом яловичины. Не знаю, как будет на русском яловичина. Перевожу как могу. Ну, кстати, борщ вроде даже такой жиденький. Так, фасоля такая же твердая, но чувствуется, по-моему, это такой большой кусочек мяса. Давайте сейчас покажу, что здесь есть еще. Итак, здесь у нас джем абрикосовый, соль, перец. Здесь у нас сахар, жвачка. Вот такой вот чай непонятной фирмы. Первый раз такой вижу. Влажная салфетка. 1 ложка с салфеткой. Ложка такая же прозрачная. Те же галеты. Ну, галеты я не буду сейчас открывать. Возьмем уже с завтрака. Вот. И вот такие вот сухарики. Сухарики армейские, житние. Вот. В количестве 4 штуки. Вот. Ну что ж, давайте будем открывать теперь борщ. Опять нам нужен разогреватель беспламенный. Единственный минус, что мне не нравится, что идет вот такой один пакетик. То есть получается, вы позавтракали, сюда воду залили, нагрели себе кашу. Потом этот пакетик весь мокрый должны опять сложить и кинуть в рюкзак. И в рюкзаке оно опять же будет все мокрое. Вот. Ну, можно было положить, и получается на обед 2 блюда, я так понимаю, на завтрак одно основное и на ужин одно основное. То есть 4 пакетика, я думаю, можно было положить. Ну, ладно, спасибо и на том. Давайте пока положим наш борщ, пускай греется. Разогреватели, в принципе, неплохие. Единственное, я изначально не понял, так как первый раз пользуюсь. Они очень долго дают реакцию. Ну что ж, давайте посмотрим. Я вам скажу, в середине вода уже закипела, аж кипяток. Ладно, будем доставать. И я думаю, пока поставим нашу фасолю с мясом, пускай там себе греется, а мы будем пробовать борщ. Возможно, и хватит одного. Итак, здесь, кстати, борщ уже такой тепленький. Сейчас мы его перемешаем. Вот. Итак, здесь у нас 500 грамм борща. Слушайте, ну порция хорошая. Я думаю, такой порции можно двоих накормить. Пахнет хорошо. Достаточно такой жидкий. Видно картошку, фасолю, мясо. Ребята, посмотрите, какая порция. Полная миска борща. Ну что ж, давайте будем пробовать. Итак, вот такие вот кусочки мяса. Мясо
хорошо приготовлено, но сразу чувствую, что блюдо реально пересоленное. Прям соленое-соленое. Да. Соли сюда не пожалели. Давайте немножко перца добавим. Перемешаем. Ой, перчиком запахло. Хорошо. Ну и к борщу давайте будем пробовать эти сухарики. Вот такие вот сухарики. Достаточно твердые. Обычный сухарь из черного хлеба. Ну, давайте с борщом. Слушайте, борщ вообще вкусный. Здесь много всего есть. И мясо, и картошка. И он такой достаточно жирный. Такое ощущение, как будто он где-то, не знаю, где-то из печи достали его. Он такой прям классный. Но единственное, соль. Они его настолько пересолили, что просто жесть. Хочется сюда добавить еще воды. Но думаю, в полевых условиях это все равно залетит за милую душу. Слушайте, ну после такой миски борща, я думаю, каши уже не захочется. Если ее полностью съесть, то все, этого достаточно. Плюс здесь еще всякие джемы есть. Есть еще чаек. Сейчас, кстати, нужно будет сделать, попробовать. Еще вот такие вот галеты. Это вообще солдату наесться вообще полностью. Вот. Пока что мне, в принципе, все нравится. С собой на рыбалку, где-то на охоту можно брать. Сейчас еще посмотрим, какой ужин. Порции реально огромные. Даже один такой сухпайок хватит 2 человека накормить. Каша нагрелась. Я думаю, даже не надо заново бросать этот бесплавный разогрев. Давайте доставать кашу. Так, вернее не кашу, а фасоль. Сейчас я его так разомну. Фасоль я уже перепутал. Так, давайте открывать. Здесь у нас получается 350 грамм фасоли. Такая интересная жижа. Ну, сейчас попробуем. Вы видели, мяса реально здесь много, прям такими здоровыми кусками. Давайте первым делом его и попробуем. Курица реально приготовлена супер. Она мягкая, она сочная. Это блюдо не такое соленое, как борщ, но соли здесь хватает. Ну так, прям в меру. И давайте попробуем фасоль. Фасоль тоже прям аж разлазится. Такое сразу прям в пюре делается. Слушайте, это очень вкусно. Реально классно. Порция большая, также можно было спокойно поделить на двоих. Если вот обед борщ на двоих поделить и кашу на двоих поделить, вот эти все галеты вдвоем накушаться спокойно. Я не знаю, как они это готовят. Такое ощущение, как будто бабушка из печи достала, тушилась там часов 5. Такое прям все по-домашнему, вкусное, нежное. Вот это прям шикарно. Ну что ж, чай наш запарился. Давайте будем пробовать абрикосовый джем. Взял вот галету. И сейчас попробуем. Здесь, кстати, прикольно продумано. Вот так вот отрываешь, а выдавливается только вот здесь вот посерединке. То есть оно не вываливается со всего. И теперь накладываем. Слушайте, ну оно вкусное. Оно достаточно сладкое. Ну, реально отдает абрикосы. Я просто сладкое не люблю. Поэтому не знаю, как вам сказать. Ну, вообще прикольный такой джем.
Давайте подведем итоги обеда. Итак, первое блюдо мне понравилось своим составом. Оно реально такое наваристое, вкусное, с мясом. Единственное, соль. Вот мне она мешает. Они реально это блюдо просто пересолили. Ну, я думаю, в полевых условиях добавить немножко еще водички, разбавить, и в принципе голодным не останешься. Второе блюдо мне прям очень понравилось. Оно просто сделано идеально. Это фасоль, там много мяса. Оно, ну, прям все сочетания вкусов, они прям... Вот мне понравилось все. Я не знаю, как это объяснить. Ну, кто любит фасоль, особенно домашнюю, тот меня поймет. Дальше из сладостей был джем, вот такой абрикосовый. Мне он тоже понравился. Он вкусный, я просто сладкое не люблю, поэтому ну, мне как бы все равно. Даже если бы его не было, в принципе, все равно. Вот. И обычный черный чай после такого обеда прям залетает на ура. Выводы сделали? Давайте переходить теперь к ужину. Если честно, я уже наелся, вроде всего попробовал. Порции огромные. Ну, на сутки этого более чем хватит. Итак, засыпаем. Что у нас здесь есть? Так, мусор поубираем. Ребятки, оказывается, на ужин здесь идет мясо тушеное высшего сорта и каша перловая с мясом. Слушайте, я думал, будет одно блюдо, оказывается два. Так, и что ж, получается у нас 5 основных блюд, а разогревателя всего 4. Ну, сейчас, значит, будем пробовать одним разогревателем вот этих 2 порции подогревать. Давайте я сейчас сразу разогрею, а потом покажу, что еще есть в этом наборе. Так, пока греется, давайте пройдемся дальше. Опять такие же сухарики, только из белого хлеба. Такой же чай, 1 штука. Еще галеты, 1 пачка. Итак, 2 сахара, жвачка, салфетка, кофе. На ужин, получается, есть и чай, и кофе. Тоже очень прикольно, что есть выбор. Ложка, салфетка, опять 1 ложка на 2 блюда. Очень странно, но ничего. Соль. И здесь у нас идет мед. Мед натуральный, цветочный, смешанный. Все, ждем теперь основных блюд. Ужин наш уже разогрелся. Я подождал уже реально минут, наверное, 7. И давайте пробовать. Так, давайте, наверное, начнем с мяса. Ну, это, я так понимаю, типа тушенки. Возьмем тарелочку. Давайте посмотрим на тушенку. Слушайте, пахнет прям как настоящая тушенка. Да, ну и есть настоящая тушенка. Да, здесь не очень прям большая порция, но выглядит отлично. Слушайте, она тоже пересоленная, но я знаю, что для тушенки это нормально. То есть тушенку добавить в какую-то кашу, чтобы она была больше, ну, побольше так соли было, это самое то, поэтому ну, это классно. Мясо такое прям, оно красное, красного цвета, такое, знаете, как мраморная говядина. Конечно, это же не так, но выглядит аппетитно и реально круто. Тушенка отлично. Давайте теперь будем пробовать кашу перловую. Она тоже с мясом говядины. Давайте посмотрим. Она хоть и нагрелась, но она такая достаточно твердая. Я думаю, вот так вот ее нужно супомять. И тогда уже насыпать. Слушайте, ну я ее даже без ложки не высыплю. Ух ты, ё-моё. Такая прям, не то что каша, а такая прям масса. Мяса много. Вот, я вообще не любитель вот такой каши. Ну, для вас должен попробовать. Ну, я говорю, я такую кашу не люблю. По вкусу
Она ничего, здесь достаточно мяса, она не пересоленная. Получается с тушеночкой, если даже смешать все вместе, получится вообще идеально. Мед, кстати, тоже в такой же самой упаковочке. Очень удобно, что ты себе отрываешь. И здесь такая маленькая дырочка, которую удобно наливать. И смотрим. Мед по виду такой, как прям натуральный, домашний. Давайте попробуем. Мед очень вкусный. Реально такой, как будто домашний. Это то, что надо. Вот с чаем, после такой порции каши, еще это съесть, и все. И можно идти на отбой. Ужин достаточно тоже большой. 2 блюда. Перловая каша, тушенка. Наесться можно также 2 людям. Вот такая порция, но одному, я не знаю, это тяжело съесть. Разве что целый день ничего не есть и только вот ужин съесть. Вот, тушенка отличная, мне очень понравилась. Вот кашу просто не люблю, поэтому, не знаю. У каждого свои вкусы. Вот, мед классный, там чай такой же самый, чай нормальный. Есть в каждом наборе есть жвачки, салфетки. Это очень удобно. Единственное, что дают вот 2 блюда, например, и 1 ложку. Вот это мне как-то непонятно. И так же самое с этими разогревателями. Ну что ж, ребят, давайте подведем итог. Я очень наелся. Это хороший сухой паек, мне он понравился. Единственное, если брать его там на рыбалку, либо в поход, я бы не брал такой комплектации богатой, именно с этими там разогревателями, с этим шоколадом. В принципе, оно как бы в походе не нужно. Вот все равно вы будете где-то на рыбалке там распаливать костер, можно себе в котелке этот борщ довести до кипения, чтобы он был горячий. Если он соленый, немножко добавить воды. Вот, можно брать комплект попроще. Но вообще, в принципе, мне понравилось. Это очень удобно. Реально, тебе не нужно думать там, сходить в магазин, что взять какого-то хлеба, колбасы, тебе нужно что-то придумать на целый день. Так себе просто купил пару штук где-то, собрался на рыбалку, кинул в рюкзак, поехал. Очень удобно, очень классно, все рассчитано по калориям, есть получается и первое, и второе, и сладости. Одним словом, мне понравился и радует за то, что это украинский набор, который сделан очень хорошо. Ребят, если вам понравилось такое видео, я хочу еще попробовать разные сухпайки, какой-то там американский, канадский, выбрать для себя самый лучший. Поэтому поддержите канал лайком, подпиской, комментарием. Всем спасибо за просмотр и всем пока.